Всем привет, меня зовут Мила. Милые зрители, как и обещала, это третья и заключительная часть мастер-класса по пошиву рюкзака из джинсов и меха. Ну, конечно, вы можете сшить такой рюкзак из любой ткани, которая вам нравится. Сегодня буду оформлять подкладку для рюкзака и, конечно же, сборка рюкзака будет. Все покажу, расскажу подробно, как всегда, так что сохраняйте эти видео, чтобы не потерять. Их всего 3. Все ссылки будут в описании и еще будут напоминания в конце видео. В конечных заставках переходите на первую и вторую часть, смотрите, а также есть отдельный плейлист, который посвящен именно пошиву рюкзаков из этой выкройки. Рюкзаки разные, выкройка одна. Тот трикотаж, который я использовала на соединении меха для внешнего кармана рюкзака, решила использовать на внутренней части рюкзака, а именно сделать карман. Будет гламурный и блестящий, и когда я буду заглядывать в свой рюкзак, он будет не только радовать своим красивым цветом подкладки, но и блестящим карманом. Надеюсь, что вы обратили внимание, что прежде чем пришивать карман, я ставлю под низ усилители. Это маленькие кусочки ткани, может быть любая ткань. Если тоненькая, возьмите в 2 сложения, как это у меня. Если какая-то поплотнее, хватит и одного. Так вы сохраните уголочки кармана в целости, долгое время они не будут у вас вырываться. Подкладка для спинки рюкзака готова. Кладу ее на лицевую часть рюкзака с изнаночной стороны. Теперь нужно все сколоть и отмерить внизу 16 сантиметров. 16-15, смотрите по вашему усмотрению, какая у вас рука. Я делаю побольше, чтобы потом вставить вовнутрь изолон, и рука у меня вовнутрь рюкзака хорошо свободно вошла. Соединяем по периметру подкладку с лицевой частью. Конечно же, 16 сантиметров, которые я отложила, зашивать не буду. Это зашивается в самом конце, когда полностью будет собран рюкзак. Лично я это делаю для того, чтобы мне было легче все это сшить, чтобы рюкзак пока не имел никакой формы и был более гибкий и податливый, и его легко можно было прошить на машине. Теперь пришиваем к деталям, которые мы выкроили для молнии, саму молнию. Все пришиваю отдельными строчками. Молнию отдельно, подкладку отдельно. Лишние строчки на рюкзаке никогда не помешают. Когда прошиваю на машинке, подкладка у меня внизу. И я ориентируюсь по первой строчке, которой пришила молнию. Так получается все ровно, и первая строчка у вас не будет торчать, когда вы отогнете подкладку. Но она не то, что не будет торчать, ее видно не будет. У вас не будет наслоения швов. Если вы попадете шов в шов, вы даже можете зайти немножко на миллиметр от этого шва, чтобы уже точно его видно не было. Но смотрите, если вы перфекционист и любите все, чтобы было красиво и ровно, то зайдите на 1 миллиметрик. Деталь с молниями готова, теперь ее нужно соединить с нижней частью рюкзака, которая цельнокроенная с боковинами. Можно пришить там хлястики, там где молния, чтобы держаться за них, когда открываете молнию, хотя это не всегда нужно. Пусть какая-то лишняя петелька будет на рюкзаке, будет куда повесить какой-то брелок или какую-то игрушку. Мало ли, вдруг вам захочется впоследствии что-то туда прицепить. Ушки эти мешать не будут в любом случае. Когда соединили на машинке эти детали, нужно теперь это закрыть все подкладкой. Не обращайте внимания на дырки, которые уже вы видите от иголки. Это я первый раз неправильно пришила эту подкладку. И на старуху бывает проруха, не обессудьте. Пришили подкладку на нижнюю часть рюкзака и прокладываем декоративную строчку сверху. Далее нужно со стороны спинки отложить опять на середине 16 сантиметров. Сюда мы тоже будем вставлять изолон. Их тоже мы зашивать не будем. Остальные части мы соединяем подкладку и джинсовое полотно строчкой. Милые мастера, возможно, кто-то из вас скажет, зачем она так подробно все показывает, рассказывает, да еще и растянула этот мастер-класс на 3 видео.
Скажу вам честно, когда я первый раз шила этот рюкзак, шила вслепую, шла по приборам, но уже когда шив 2-3 таких рюкзака, четвертый и пятый я шила просто на автопилоте. Руки уже знали, что куда пришить и что как сделать. Но даже по прошествии времени и набравшись опыта в пошиве этого рюкзака, шив их там, не знаю, штук 15 или 20 этих рюкзаков, даже не считала, и то я умудряюсь пришить подкладку неправильно и что-то переделать. Я свернула лямки рюкзака и затолкала их в карман, чтобы они мне не мешались. Сейчас нужно собирать уже рюкзак, потому что все готово, все детали готовы. Осталось дело за малым. Соединяем середины на деталях сверху и снизу. И потом я немножко еще кое-где сколю иголками и наметаю. Прежде чем прокладывать строчку на машинке, я тщательно все сметаю. Чтобы детали при сшивании не перекосило, чтобы вы не потянули левую сторону относительно правой. Но бывает такое, ткань все-таки тянется, она не статичная. Хоть и на флизелин все детали приклеены, все равно есть какая-то погрешность. Во второй части мастер-класса по пошиву этого рюкзака я показывала, как ровно пришить карман на переднюю часть рюкзака. Кто смотрел эту часть, помните, что я ее просто расчертила и сделала себе своеобразные маячки. Здесь у нас есть 4 маячка. Это мы скалываем верхнюю часть, нижнюю часть. И у нас есть уголки, на которые пришита фурнитура, рамки. Вот по ним можно ориентироваться. На средней части рюкзака круговой, где это молния, и нижняя часть рюкзака, да, вот это дно, боковые, у нас есть шов. И этот шов мы можем тоже использовать в качестве маячка, чтобы по отношению к центру у нас были пришиты и левая, и правая часть рюкзака ровно. После этого я прокладываю машинную строчку, но внизу 16 сантиметров я не зашиваю. Далее пришиваю обтачку, которой закрою швы, и опять же 16 сантиметров я пропускаю, просто протягиваю там бейку, не зашивая, и продолжаю ее пришивать уже через 16 сантиметров. Бейку я выкраиваю шириной 4 сантиметра, не по косой. Ну, вы можете выкроить и по косой. Но поверьте, она по долевой, там по любой все равно хорошо выкладывается и никаких проблем не будет. Далее точно так же собираем переднюю часть рюкзака, но не забудьте раскрыть молнию, а то потом вам будет это сделать сложно. Теперь вставляем изолон вовнутрь, но вы его могли бы и вставить еще раньше, когда соединяли подкладку и лицевую часть деталей. Смотрите, делайте как вам удобнее. Я делаю как мне удобно. После этого сметываю вот эти 16 сантиметров внизу и прокладываю там 3 строчки на швейной машине. Милые мастера, хочу вам напомнить, что изолон выкраивается не по той же выкройке, по которой вы кроите весь рюкзак. Изолон нужно выкроить меньше размером. Исходя из расчета, сколько у вас швы уходит, там сантиметр или 0,7, и плюс толщина изолона. Если он у вас там 3-5 миллиметров толщиной, это тоже нужно учитывать. Но если вы немножко ошибетесь и он у вас будет топорщиться, просто подрежете его уже после кроя, ничего страшного. А отдельные выкройки для изолона я делаю для того, чтобы поменьше его срезать и все-таки экономить. Хоть он и стоит сущие копейки, но тоже не хочется его тратить попусту. Тем более эти обрезки редко когда нужны, а они увеличиваются в прогрессии, когда вы много шьете. А мой прекрасный рюкзак уже готов. Буду любоваться его подкладкой, его блестящим карманом. Как вы видите, внутри рюкзака так и остался карман один. Никаких дополнительных карманов я больше не делала, потому что они мне там не нужны. Этот рюкзак я шила для себя. Раньше я кучу карманов себе внутри пришивала, и этим только сбивала себя с толку, потому что не понимала, для чего я их вообще нашила, я ими не пользовалась, и они у меня просто там болтыхаются внутри рюкзака и только мешают.
Но, конечно, можно сделать карман для папки А4, для бутылочки, для зонтика, для чего угодно. Все индивидуально. В этом и состоит радость ручной работы. Индивидуальный пошив, индивидуальный заказ. Все под клиентов, все под себя, все под заказчика, под кого угодно. Главное, чтобы вы все это делали с душой, с любовью и с удовольствием. От всей души желаю вам шить качественные классные рюкзаки. И если на основной работе ваше жалование вас не удовлетворяет, то пошив и продав 2-3 рюкзака в месяц, вы заметно поднимете денежный баланс в вашей семье. И еще раз напомню, что этих видео 3, и под каждым из них вы найдете выкройку этого рюкзака. Вы можете ее скачать и увеличить до нужного вам размера, либо начертить ее от руки по размерам, которые даны. Если для вас недостаточно подробны все эти снятые и рассказанные мастер-классы, если вы просмотрели весь плейлист по мастер-классам именно этого рюкзака по этой выкройке, и все равно у вас остались какие-то вопросы, и что-то вы не знаете, как сделать, пожалуйста, пишите в Инстаграм или ВКонтакте. В Фейсбук захожу редко, но можете попробовать туда написать, вдруг увижу. Единственная просьба, пожалуйста, не пишите мне на мой номер телефона. Это у меня для личного общения и для общения с заказчиками. Напишите, пожалуйста, понравился ли вам этот рюкзак или вы просто очарованы его красотой. От всей души благодарю вас за просмотр всех 3 видео. Надеюсь, вы их сохранили, чтобы не потерять. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. У меня до Нового года еще куча идей. Я обязательно их все вам покажу. И большое спасибо, что вы заходите на канал, пишите комментарии, ставите лайки, общаетесь со мной. Всех люблю, всех целую. Всем пока!